Всех приветствую, обзор-анализ прогноз криптовалют. Биткоин показывает самый лучший сентябрь за всю свою историю. По крайней мере, на сегодняшний день. Примерно плюс 11% к середине месяца. Если этот месяц закончится хотя бы на этих уровнях, лучшего сентября мы не видели за всю историю битка. Но при этом индекс страха и жадности по-прежнему показывает экстремальный страх. Сегодня цифра 25, вчера была 26. Казалось бы, биткоин летит наверх, все хорошо, но трейдеры по-прежнему в это не особо верят. Ждут, когда же мы еще раз обновим лои. И это подтверждает вот эта диаграмма. На последнем нашем росте в выходные биткоин немного подрос, и мы увидели, как массово ринулись закрывать свои позиции. Нет, не в плюс, все-таки в минус, но хотя бы, видимо, не в такой минус, как был до этого пампа. Пытаются хотя бы что-то унести с рынка, думают, что цена пойдет еще ниже. И это происходит при том, что хэшрейт биткоина снова обновляет свои исторические максимумы. Сложность майнинга не была такой высокой никогда. Если посмотреть всю историю, то мы видим, как рост хэшрейта положительно влияет и коррелирует с ценой биткоина. На падении он падает, на росте цены хэшрейт растет. У многих разные мнения, что зачем следует, но на диаграмме, я думаю, посмотрев на нее, выводы вы можете сделать сами. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании к этому видео. Кроме множества акций для новых пользователей, которые и так есть на бирже BinX, есть два дополнительных бонуса. Первый из них это для зарегистрировавшихся по ссылке в описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. И второй бонус это все, кто зарегистрируется по ссылке в описании, будут участвовать в бесплатной раздаче ваучеров на 20 USDT. Случайным образом будут выбраны аж 100 человек, и каждому достанется по 20-ке. Поэтому сами видите, призов достаточно много, шансы выиграть велики. Розыгрыш проведем через несколько дней, за датой следите в новых видео и телеграме. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Также стоит обратить внимание на две метрики. Первая из них это сетевые нереализованные профиты и потери. Мы вышли из зоны капитуляции в очередной раз. Приблизим локальную ситуацию. Пришли мы в зону капитуляции в начале лета, 15 июня. Пару раз метрика даже выскакивала наверх в зону страха, в зону оптимизма почти дошли. Немного ее зацепили, но вновь капитулировали. Сейчас очередная попытка выйти из зоны капитуляции. Такая же ситуация и на метрике Powell Multiply. Приблизив локальную ситуацию, видим, что бывало, что мы выскакивали из зоны капитуляции, и сейчас снова данная метрика устремилась наверх. При этом таких высоких показателей на предыдущих отскоках еще не было. То есть видим, тренд у нас наблюдается восходящий. То есть лои у нас повышаются, даже при погружении вниз лои мы не обновили. Лои повышаются, хаи также повышаются, потому что последний отскок, как я уже сказал, превысил предыдущий хай. Ну и перед тем, как перейти к графикам, самая моя любимая метрика в последнее время это ликвидации шортовых и лонговых позиций. Естественно, на росте смотрим шортовые ликвидации, и что мы видим? Их жестко ликвиднуло, даже не собрав зоны стопов, то есть мы выросли совсем немного, а ликвидации достаточно высокие. К примеру, вот так выглядят лонговые ликвидации. Сходили вниз, рост ликвидаций, и затем два раза протестировали, но ликвидации не были выше, чем первый раз. При снижении уже нечего здесь искать. Деньги все в шортах. Вот мы их и начали собирать. Последнее движение показало, что пока что шортистов брить выгоднее. О чем это говорит? О том, что скорее всего с большей вероятностью в ближайшее время движение продолжится именно наверх с продолжением сбора шортовых стопов. Теперь посмотрим график. Начинаем с биткоина. Пришли мы в отмеченную зону, но до этого я считал, что это волна B.
Но если присмотреться и глянуть на вот эти объемы, объемы продолжают расти. Таких высоких объемов, как были 9 сентября, давненько мы не видели. Если вот так историю отмотать, когда были такие объемы? Вот они, 15 марта 2000 года. Что у нас тогда было? Тогда был коронадамп и отскок. Вот только тогда мы видели такие большие объемы. И что было после этого дня? Я думаю, вы успели рассмотреть, пока я мотал график. Это было самое начало восходящего тренда. Вполне вероятно, на биткоине мы можем увидеть вот такую историю. То есть не ABC, да, вполне можем еще отработать, например, это может быть в волне B, как волна А, Б, С, вот здесь может быть волна Б где-нибудь, и еще раз можем сходить в волну С, но по мне так основным вариантом сейчас можно рассматривать тот факт, что коррекция вся в волне 2 закончилась уже 7 сентября. Если показать наглядно, то волна 1, волна 2 и сейчас в приоритете рост. Первая локальная ближайшая цель, предыдущие пики волны 1, то есть район примерно 25 тысяч. Основной вариант разволновки я пока оставляю такой, то есть отказываюсь пока от снижения в волне С из-за появившихся больших объемов. По битку, я думаю, примерно все понятно, даже если будут откаты, без них движение невозможно. В целом приоритет это на рост. И, кстати, рассматривая последнее вот это движение, если бы это была волна B, то структура была бы трехволновая, а здесь явно просматривается 5 волн, то есть импульсное движение. 1, 2, 3, 4, 5. Плюс здесь дивергенция в завершении импульса, рост объемов на импульсе. Ну, то есть куча факторов на то, что все-таки это не коррекция, а импульсное движение, после коррекции которого можно будет расти и дальше. Посмотрим эфириум. Здесь у нас объемы так сильно не растут, но при этом, зная, что крипта в принципе ходит в одном направлении вся практически, по эфириуму также стоит учитывать, что возможно мы не пойдем в волну С. Хотя да, мой предыдущий прогноз сбылся, пришли в расчетную зону, точно отбились от верхней грани, сейчас немного корректируемся вниз, но данная коррекция высоко может не уйти, а, например, просто протестировать вот этот уровень, то есть мы его пробили, сейчас сверху протестируем и вполне можем пойти дальше в рост. Поэтому вот эту разволновку я пока убираю, буду отталкиваться от того, что возможно волна 2 уже завершена, и можем показать рост в волне 3. Цель сейчас также обозначу, но это первая цель, это предыдущий пик, уровень в районе 2000. Что еще стоит глянуть? Да, монета РВН. Спонсор канала ее попросил в комментариях. Я, кстати, в Телеграме скидывал вот эту разволновку. Это у нас было примерно 8 сентября или 7. В общем, движение было очень похоже на завершенное. Здесь у нас еще индикатор так высоко не забрался, но прошло несколько дней выходных, и мы видим, что движение продолжает свое восходящее направление, причем объемы продолжают расти, индикатор прет наверх. Если переключиться на дневной график и учесть изменения в индикаторе и в объемах, то вполне вероятно, что единица была завершена вот здесь. Двойка уже отработана, и мы уже начали рост в третьей волне. Куда может прийти третья волна? Целевую зону мы легонечко так зацепили уже. Четвертая волна не должна пробивать вот здесь пик, поэтому с большей вероятностью мы ее сейчас развиваем, эту четвертую волну, и затем будет еще пятая. Но в целом, я думаю, видели на глобальной структуре, это всего лишь опять будет волна 1, потом 2 и дальше рост. Перспективы данной монеты неплохие, при этом объемы здесь просто шикарные. Такие объемы в последний раз были вот здесь, опять-таки, на старте предыдущего такого бычьего сильного роста. На старте бычьего цикла в начале 2021 года. Ну, давайте еще глянем 4 часа. Более локальную ситуацию здесь. Ну, кстати говоря, тройка-то еще может здесь и не завершиться. Здесь нет признаков того, что тройка здесь точно завершилась. Возможно, здесь завершилась тройка в тройке. И будет еще один заброс наверх. И затем только поход в четверку. Ну, в общем, я думаю, понятно. Здесь глобально рост, локально, естественно, с коррекциями. Ближайшая зона вот здесь во внутренних волнах, это предыдущий пик вот сюда. То есть еще раз можем забросить хотя бы до предыдущих максимумов перед тем, как пойти в коррекцию. И еще раз напомню про спонсора сегодняшнего видео, биржу BinX. Они снова раздают ваучеры по 20 USDT новым пользователям, которые зарегистрируются по ссылке в описании. Поэтому поторопитесь, в течение этой недели проходите регистрацию, и уже на следующей неделе вам будут начислены те самые халявные 20 USDT. А на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram. Всем удачной торговли, счастливо. И, кстати, да, самая важная информация. Тот, кто не подпишется на канал и не поставит лайк, сольет весь свой депозит.